Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз. Кто или что спешит в вашу жизнь? События ближайшего будущего. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 июня. Что будет меняться? Что произойдет? Или действительно это будет связано с тем, что какая-то история вами должна быть перезагружена или чему-то следует уделить внимание, то, что имеет свой вес или имело в недалеком прошлом. Давайте с вами узнаем. И у нас сегодня две колоды. Первая у нас, это у нас Ленорман, которую пририсовал вот эту колоду Чиро Маркетти. Мне очень нравится все его творчество. И Колесо года. Цикличность есть в нашей жизни или в какой-то периодичности, может быть, нашей жизни. В июнь месяц – время добрых энергий, когда мы можем даже некоторые дела, в которые были спорные или не двигались, мы их просто можем пересмотреть. И часто от нашего восприятия зависит решение вопроса. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео, потому что есть самого разного рода астрологические прогнозы, в том числе и по китайскому зодиаку, астрологии, какие энергии будут преобладать. Но есть и статьи по психологии, одним словом. Жизнь не бывает полностью предсказуема, никогда не знаешь, откуда придут подсказки. Поэтому переходите, смотрите, читайте. А мы с вами идем вперед. Кто или что спешит в вашу жизнь? И мы достанем на оракуле Ленорман 4 карты. Мы не будем предвосхищать события. Мы позволим раскрыть, наоборот, эти события, как видят карты. Конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Ну, надеюсь, проведем приятное время и какие-то подсказки вы для себя получите. Пазл, может быть, какой-то запутанной истории у вас тоже сложится. Когда мы слушаем прогнозы, расклады, все равно каждый думает о своем. И первая карта. Так что же спешит в вашу жизнь? Ну или кто? С чем это связано? Что скоро произойдет? 10 дней с 10 по 20 июня. Вторая карта. Что прояснится? Может быть, и тайна какая-то откроется. Или что встанет, в какой сфере жизни все по своим местам? В чем ваша удача? В чем ваша сила? В чем ваша фортуна, мои дорогие? И по основным сферам жизни достанем 3 карты. Дела, работа, бизнес у нас будет называться первая. У кого-то это будет символизировать документы, учебу. Ну, а у кого-то, может быть, и поездки куда-то, и согласования. Вторая карта – это у нас денежная энергия. И энергии любви. Давайте будем узнавать, что же там, кто или что спешит в вашу жизнь. Вот какая-то история должна быть прояснена. Это аркан тучи, и нам говорят, что тучи – это временно. Может быть, есть что-то в вашей жизни, что вы кардинально переломить, изменить не можете. И некоторые истории не стоит словно убыстрять или пытаться подгонять. Подгонять самого себя, кстати, тоже. Все же есть какая-то объективная данность, когда вам нужно, возможно, проявить терпение, и шаг за шагом ситуация сама тоже прояснится. Есть неопределенность, которая не совсем зависит от вас. И если вас что-то сейчас ставит в тупик, это не повод в себе сомневаться. Давайте откроем вторую карту. А вот видите как, у вас на пороге добрые перемены. Ведь по этому аркану это как исполнение желаний, а у кого-то переезд. Может быть, это к вам какой-то человек приезжает, или вы к кому-то намереваетесь отправиться. По этому аркану мы работаем с информацией. Вообще дели информацию надвое, перепроверяй. Может быть, как раз перепроверяя, а не воспринимая как данность или как истину, услышали новость, и нам кажется, ну все, вот это точно, вот так теперь будет. А нет, тут так не будет. Тут еще все неоднозначно, понимаете? Что бы вы тут не видели, что бы вы тут не слышали. Тут могут быть такие метаморфозы, которые переворачивают события на 180 градусов. И по части информации нужно быть особенно внимательному. Но если вы планируете поездку, переезды или перемещение, может быть, даже по части работы, может быть, и каких-то согласований,
то буквально добрая энергия июня вам в помощь по этой карте. Вы можете сделать что-то очень хорошее, когда сбывается ваша мечта. Ну, будем реалистами, это не значит, что это как манна с неба. Нет, все-таки ваши какие-то действия, они предполагаются. Но главный результат, что что-то мы делали не просто так. И для кого-то из вас это будет, к примеру, когда вы начнете учить что-то новое, или рассмотрите для себя другие варианты. Если вы ищете работу конкретно, рассмотрите все возможности. Не смотрите как-то узкоколейно. Даже я могу предположить, у вас есть диплом, вы уже эксперт в какой-то своей профессии. Поверьте, нам на первый взгляд часто кажется, что мы нашу, даже если у вас конкретная специальность, можем применить только в одном каком-то направлении. Но на самом деле, когда пошире начинаем смотреть, мы видим, что мы можем приложить наши знания или вашу именно профессию в каких-то других немножко сферах. Или она сохраняется, но это в каком-то другом формате. Поэтому тут сама по себе возможность перезагрузки. Причем это когда больше радости, больше возможностей. Здесь, если мы видим альтернативные варианты, то они явно будут, может быть и не один, мои дорогие. Не упустите какое-то доброе время. А самое главное, не застрять вот, да, вот в этой туче, думая, что ну все, это уже теперь у меня уже как какой-то финал. Финал-то может быть и есть, может быть у кого-то вы приняли однозначное решение. Но тогда не надо ковыряться в прошлом, анализируя ту ситуацию, которая уже была. Здесь нужно рассмотреть свою собственную жизнь от дня сегодняшнего. Вот от этого нужно оттолкнуться. От собственных ресурсов. Это будет важно. Что вы умеете делать лучше всех. Или что вы умеете делать хорошо. Чем вам хотелось бы заниматься. Где вы вообще видите себя в будущем. Но это все не просто эфемерные вопросы. А для вас это имеет значение. Это как путь к новому качеству жизни. Давайте третью карту. Вопросы дома. Правда, у кого-то может проиграться. Понятно, мы все разные. Когда вы собираетесь переезжать. А вообще нам карты говорят, достаточно стабильный период с 10 по 20 июня. Здесь может быть относительная какая-то стабильность и по финансам, или буквально, где вы собираетесь, может быть, на будущее вы планируете проживать, куда собираетесь переезжать. Вопросы дома могут свидетельствовать, как и буквально стены, да, или какие-то согласования по части дома, ну или будущего, да, опять же, место пребывания. Но это могут быть и вопросы вашей семьи, вашей пары, с вашими домочадцами, с вашими родственниками. Но всегда по дому это идет уверенность. Поэтому не нужны вот эти сомнения. Но даже если что-то не получается у вас сделать в том ключе, как вы хотите, не настаивайте на своем. Кто знает, мои дорогие овны, мы ведь часто бывает такое, правда, словно пытаемся эту пробить стену в надежде, что там откроется дверь. А там не было этой двери, там была только стена. Ну и понятно, завтра она из ниоткуда тоже не появится. И нас словно судьба может останавливать, а мы так напролом пытаемся идти, а нам говорят, да нет, тут тебе немножко нужно изменить направление. Или ход ваших мыслей. Или если вы какую-то задачу перед собой поставили и пробуете определенным образом ее решить, то тут тоже методы нужно пересмотреть. И тогда победа к вам придет намного быстрее, чем вы это предполагаете. Вот уверенно говорю. Главное, опять же, вот в этой туче не застрять. Что следующее? Ух ты, тут какой-то союз. Вы знаете, здесь можно и помириться, кстати. «Доброе небо» июня, правда, прочитайте на моем сайте разные статьи. Дает возможность нам найти взаимопонимание в тех отношениях, в которых прежде, ну, не договорились, не поняли. Откровенные разговоры, доброе время проводить. Почему? А потому что в июне нас готовы услышать. Это как благо, даже по части работы, потому что мы можем где-то разные варианты поиска работы. И кто знает, вот, кстати, если мы про работу попутно, может быть, и ища работу, вы случайно столкнетесь с тем человеком, которого вы знаете. Или где-то будут контакты совместные даже с теми людьми, или случайно какой-то разговор, да, который будет строиться на контактах, для вас откроет новые перспективы. Или придет какая-то подсказка. Но для людей семейных, для тех, кто в паре,
волшебное время, мои дорогие, правда? И если даже, ну, не идет вот именно так, как хочет Овен, ну и ладно, помните, это словно дорога к солнцу. Значит, какой-то новый путь или с некоторой перезагрузкой. Посмотрите, какие замечательные карты. Есть в вашей жизни тот, на кого вы можете опереться, или тот, кто к вам относится искренне, мои дорогие. Дорожите такими отношениями в наше непростое время. И даже если человек думает не так, как вы, никто не обязан думать так, как вы. Мы приходим в эту жизнь для того, чтобы правильно именно научиться смотреть в одном направлении, а не для того, чтобы друг друга воспитывать или быть вот такими непреклонными, где-то жесткими. Или так, или никак. Вот такой тонкий нюанс, примите этого внимания. Так кто или что там спешит в вашу жизнь? Да это вам нужно где-то понимать, вам нужно спешить, определенно выйти из-за каких-то барьеров, заборов, которые, опять же, вы сами себе и построили. По девятке жезлов нам говорят: Овен, ты уже сделал все, что мог. Ослабь хватку. Иначе ты, если не ослабишь, то ты тут такого наваяешь, буквально настроишь, что потом сам себе спасибо не скажешь. Ваша задача выйти вот из этого забора. Или, может быть, как вообще в июне, время добрых энергий, будет важно не замыкаться вокруг себя, вот эти невидимые барьеры, преграды, стены не сооружать и не строить. Здесь на взаимодействие, но взаимодействие аккуратное, по девятке жезлов. Вы сейчас ресурсны, это да. Но ваша задача как-то себя, может быть, адаптировать к тому периоду жизни и к тому, что происходит вокруг вас, и сделать это с правильной ноги. И поэтому нам человек показан, словно чучело ставить, чтобы себя защитить, да, вот от всего, всех распугать в конечном итоге. Но все же нам говорят, да, какой-то прежний опыт, проб и ошибок, это будет важно, чтобы не найти еще раз на этом поле старые грабли, но и не отгораживаться от мира. И вот тогда для тебя многие возможности прояснятся как раз. Пока ты находишься за этим забором, ты ведь этого не видишь. Ты только предполагаешь или воспринимаешь. Здесь на уровне восприятия, опять же, у вас какая-то задача. Или, мои дорогие овны, загвоздка в решении какого-то вопроса. И это прояснить совершенно легко, когда мы меняем наши отношения либо к чему-либо, либо к кому-либо. Повторюсь, как и найти работу, или помириться, или закопать топор войны, или принять Соломоново решение. Все в вашей власти. Что же у нас там в неожиданностях? Может быть, что-то откроется, правда откроется. Да вам высшие силы помогают. По шестерке пентаклей словно ангелы присматривают за вами и вам дают какие-то правильные возможности. Поэтому, правда, нет смысла упорствовать. Если какой-то путь закрывается, значит, другой уже. Его надо просто увидеть. Все то, что я говорила. По шестерке пентаклей какая-то денежная ситуация, новые возможности заработка могут открыться. По этой карте нам приходит человек какой-то на помощь, либо дельным советом, либо буквально деньгами. Но и самим не плашать. Карта не подразумевает, что мы даем, к примеру, деньги в долг. Поэтому с деньгами будьте-ка вы аккуратны, мои дорогие. Здесь у вас могут попросить. Но карта говорит, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Вы сами можете оказаться в такой ситуации, пусть не в этот период с 10 по 20, на последующий. Вам понадобятся деньги, может быть, пройти какие-то курсы или еще какие-то события произойдут, и поэтому вы должны быть максимально ресурсны. Или вы можете в себе открыть какие-то новые таланты, вы можете найти ту даже работу, которая будет требовать где-то и от вас нового качества участия вашего, которое будет требовать действовать немножко по-другому, содержать в себе несколько иные функции, в которых вы прежде работали. Не бойтесь всего нового, мои дорогие. Встречайте все то, что пытается войти в вашу жизнь. Будьте готовы вот именно к взаимодействию и не стройте для себя заборов, ведь это карта финансового успеха. Поэтому, если мы говорим в неожиданностях, вот как будто для себя кардинально изменить качество жизни. Весь вопрос упирается, или проблема
убирается в наше восприятие. Реальных помех нет. В чем же ваша фортуна, в чем ваша сила? Но это все то, что я говорила. И сама по себе карта искаженного восприятия сродни где-то вот этим тучам. Мы можем считать, что наш образ жизни, наш образ мышления, наши действия абсолютно правильные. Но на самом деле, видимо, веяние времени не совсем соответствует или не подходит под наш шаблон. А дальше будет еще больше меняться, это правда. И нам здесь как раз про остроту восприятия очень красноречиво свидетельствует карта. Художник изобразил мать и девочку, которая болеет, температурит. Мать прикладывает компресс. И представьте себя, когда даже мы температурим, да, когда есть гипертермия, у нас ведь на самом деле восприятие как будто искаженное. Вот что-то сейчас вам может наподобие этого препятствовать. И, по сути дела, чем быстрее вы откажетесь от своих предубеждений или от того, что вы считаете абсолютно правильным. Здесь, поверьте, как и до конца 2026 года, а уж тем более в 25-го, точнее, года, а уж в 26-м, ох, нас жизнь тут заставит адаптироваться, поверьте, потому что еще сейчас у нас год змеи, а змея, она мудрая, она наблюдает, у нас есть время для маневра какого-то, а в 26-м год огненной лошади, там время словно несется, мчится, меняя скорость, ускоряя ее как будто наголоб. И нам придется не просто адаптироваться, а адаптироваться на ходу. Быстро искать нужную информацию, себе где-то не навредить. Кто знает, может быть, генеральная репетиция, вы тут должны с чем-то определиться. И для себя как путь в будущее. Вот я вижу именно так. И опять же, нет преград. Поэтому неплохо бы для себя тут что-то рассмотреть. Причем изменить, может быть, даже взгляды, найти решение. Вполне вероятно. И даже тут может быть какая-то тема, не важно, какой сферы жизни касается, она вас держит эмоционально в заперти. И из-за этого вот это искаженное восприятие. То есть много эмоций по какому-то вопросу, а он решается с другим подходом, с другими эмоциями, с другим восприятием. Мои дорогие, не должно быть вот словно замыленного глаза, да, когда мы не видим, зажмурились, не можем мы его открыть. Вот что-то подобное вам буквально, ну, где-то мешает. И как только вы видите, что же происходит в реальной жизни, вам словно вот эта фортуна, помощь высших сил. Ну, как двери нужные открывает, нужные люди вам встречаются. Здесь кардинально изменить, как будто сделать первые шаги в кардинальных переменах в собственной жизни. И перемены нам об этом свидетельствует аркан Ленорман. Дела, работа, бизнес. Что тут у вас? Тут по 4 жезлов праздник после победы. И все то, что я говорила, у вас может быть осуществлено. И неважно, у кого с чем тут связаны. У кого-то может быть личная жизнь и подготовка документов, или это касается жилья, родственников, согласований. Может быть, я такое тоже допускаю, у кого-то вопросы наследства и оформления. Ну, самая разная палитра. И если вы готовы, настроены на взаимодействие, 4. Это если мы весы представим, мы на 2 чаши весов положим поровну. Значит, что будет баланс? Будет баланс, будет победа, будет и праздник. Я не повторяюсь, мои дорогие овны. Просто карта подтверждает важность того, что вам нужно было услышать. И все то, что я сказала. И ведь это карта благополучия. У вас, посмотрите, мало того, что какая-то перезагрузка по деньгам, может быть и помощь, у вас уже колесница, старший аркан. Это карта будущих успехов, но она зависит от того, как мы, может быть, некоторые гештальты закроем, с кем-то и примиримся, что мы оставим окончательно в прошлом, как не имеющее смысл, может быть, в первую очередь по части нашего восприятия и эмоций. И ведь эта карта говорит еще о будущих победах. И вот первые шаги вы можете делать где-то с 10 по 20, поэтому будьте внимательны. Не откажитесь от чего-то так вот безапелляционно. Или, не успев додумать, мы можем отмахнуться. А нет, мне это не интересно, а это я не хочу. Ну вот где-то самому себе не навредить, не капризничать для самого себя. Вот я бы сказала так, с учетом всех предыдущих карт.
Посмотрите, не зная даже карт Таро, Ленорман, нам карты передают значение. И вы на пороге будущего, и буквально, что спешит вашу жизнь, тема нашего расклада. Да тут нет никакой ситуации вообще и близко, которую мы из прошлого как будто за уши притягиваем. Здесь нам наше благополучие строится от тех ресурсов, которыми мы располагаем сейчас, и как мы можем видеть новые возможности, насколько мы готовы адаптироваться. Встречай все новое, что идет на твой порог. У кого-то из вас, может быть, по части денег для решения определенных вопросов. И, кстати, это может где-то совпадать одновременно с документами, делами, согласованиями с чиновниками, может быть, много переездов у кого-то, много контактов. Вот я такое тоже предполагаю. Но это все необходимо для вашего последующего успеха. Вот для этой перезагрузки. Встречайте все новое, что приходит или пытается прийти в вашу жизнь. Личная жизнь, король мечей. Но вот тут нам такой герой показан. Душкой явно его не назовешь, да? Душевным человеком имеется в виду. Он такой на своей волне. Может быть, иногда по этому аркану у нас проходят люди в форме, кстати. Или юристы, адвокаты, чиновники высокие. И вам придется договариваться, именно договариваться. Весь период июня мы не идем, да и вообще мы не должны себе навредить. Карта сразу дает совет, неважно, может быть, не обязательно по части личной жизни, каких-то согласований, но это касается именно вашей личности. Так вот, мы не идем против закона, против власти, мы находим баланс. Мы ищем точки взаимодействия или общую точку сборки. И когда мы действуем по закону или оформляем что-то по закону, поверьте, вас закон тогда защищает. Однозначное такое, как совет. По этой карте проходят врачи, если мы говорим люди в форме. Люди, работающие с металлом. У кого-то банально дома ремонт, да, и вам нужно сделать, к примеру, проводку. И вы будете обращаться к специалисту, и вот какие-то контакты. Это тоже может символизировать. Все-таки мы не такой большой срок смотрим, 10 дней. Но для кого-то что-то более принципиально важное, когда вы о себе должны знать что-то более конкретно. Более внимательно вам нужно подойти к решению того или иного вопроса. Разузнать, как работает в отношении вас закон. Или даже если мы говорим врачи, если есть какое-то недомогание, не надо, мои дорогие, овны, самому додумывать. Или ждать. Пройдет само. Нет. Значит, следует обратиться к врачу, пройти, может быть, обследование, разобраться, опять же, расставить все точки над «и». Что же со мной в данный период времени? И поверьте, объективно оценить ваше самочувствие может только специалист, но никак не вы. А кто-то еще умудряется смотреть прогнозы Таро. Это ни разу не про ваше здоровье, поэтому будьте благоразумны. К благоразумию нас призывает карта, потому что есть как будто те вопросы, которые вам нужно решить холодной головой. Какой же совет? Влюбленные, мои дорогие. Поэтому, может быть, это у вас буквально такой партнер, который непреклонный, вот как этот король, который нам изображен. Сложность, попробуй ты с ним договориться, он на своей волне. Но, видимо, дипломатия творит чудеса, все равно. И, кстати, даже если какая-то такая двойственная, непонятная, мутная ситуация по работе, прения какие-то ненужные с руководителем, а вы все равно вот эту точку сборки сможете найти. Было бы ваше желание, для вас нет ничего невозможного. Главное не упорствовать где-то на своем, понимаете, а быть вот этим великим дипломатом. Посмотрите, у вас на кону что-то очень доброе, хорошее. К примеру даже, да, ну, где-то уперлась там в непонимании руководителя того или иного вопроса. Сделайте шаг навстречу. Что вам это стоит? Договоритесь. Кто знает, может быть, с этим руководителем пройдет пару месяцев, и руководитель уйдет. И вообще там все поменяется. А вы из-за того, что настаиваете на своем, просто закрываете себе дверь в будущее. Вот здесь дипломатия вам помогает. Да, присутствует выбор. Это правда. Но и одновременно нам говорят, сепарация – это иллюзия. Поэтому договориться вы можете. И, кстати, иногда нам приходится договариваться с теми людьми, с которыми мы где-то умом рационально понимаем, что нет, у нас ничего общего нет и не будет. Но нас жизнь сталкивает, к примеру, вопросы с коллегами, с соседями, даже с родственниками. Мы не можем их уже по умолчанию отменить.
Но от того, как мы сумеем договориться, карта нам будет говорить, обязательно в будущем еще раз столкнешься с каким-то вопросом. И поверьте, вам будет легче выйти на контакт с конкретным человеком, когда у вас в предыдущий период не было противостояния. Не навредите себе, мои дорогие овны. Ну, а для кого-то это именно помириться, потому что по этой карте здесь у нас конкретно любовь, и для кого-то это любовь, добрый период. Не помешайте себе по максимуму. Вот это доброе небо июня употребите так, чтобы вы были счастливы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.